Это уже совсем не BMW, не то BMW, которое было настоящим. Всех всегда беспокоит вариатор. Почему-то на Бургмане он всех беспокоит гораздо больше, чем на Цешке, потому что на всех форумах написано, можете залезть в каталоги, а то сейчас напишите, что я опять вам вру и прокладка не может столько стоить. В общем, такое себе мероприятие. А лазить туда надо постоянно, но это вечный узел. Будет греметь, пердеть, но ехать. Если вам повезло, то вы услышали грохот цепи, поехали менять натяжитель, узнали, сколько стоит гидравлика, упали в обморок. Настоящие современные эффективные менеджеры. А это еще то немецкое порно. Безумно ненадежная вещь, и невозможно прогнозировать ее ресурс. То, как правило, тарелку клапана отрывает, и вы попадаете на другой двигатель. Большую часть тормозной системы BMW взяли у Бургмана. Эта опция в Японии запрещена. А остальное и на Бургмане есть. То конкуренция будет очень-очень достойная. Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И в сегодняшнем видео я хочу попробовать найти ответ на часто задаваемый вопрос, когда у людей нет опыта, они часто звонят и спрашивают, а что же мне лучше купить? Все-таки Burgman 650 или BMW C650 GT. Бюджет более-менее, относительно свежего Бургмана и достаточно старый C650 GT сравнялись. И поэтому возникают часто такие вопросы, особенно у людей, кто только понял, что хочет себе большой макси-скутер, но еще не понял, что эти скутеры из себя представляют. Сегодня я попробую небольшой обзор с технической точки зрения сделать и сказать свое мнение, чтобы все-таки купил я. Разумеется, это мнение чистая субъективщина, и полагаться на него никак нельзя. В первую очередь, я советую обычно таким людям съездить в любой мотосалон, где есть и тот, и другой скутер, без настроя что-либо покупать, просто на них посмотреть и посидеть на них хотя бы там 5 минут на одном и 5 минут на другом, чтобы понять, что конкретному человеку ближе. Потому что все люди разные, у всех разные предпочтения, разная анатомия. Допустим, вот Цешка, если C650 GT рассматривать, подойдет больше людям с высоким ростом. Мне на ней некомфортно именно из-за высокой посадки, из-за того, что я плохо достаю до земли. У меня рост 175. Но опять же, даже при одинаковом росте у человека могут быть чуть длиннее ноги, чуть короче ноги и так далее. Почему я катаюсь на гантели? Одна из причин, очень, кстати, весомых для меня, потому что у нее очень низкая посадка по седлу. Это в том числе влияет на центр тяжести и так далее. Но об этом мы в разборе гантели поговорим. В самом начале видео я хочу сделать небольшое объявление. У нас готовы брендированные рамки, наши Антоха Гараж, пока что под маленький мотономер, и я их бесплатно дарю, всю первую партию, их немного, количество очень сильно ограничено, всем, кто приедет ко мне на обслуживание в ближайшее время, или кто недавно был у меня на обслуживании. Если кто-то хочет себе такую рамку, вы можете мне написать. Первые узнали о том, что у меня появились эти рамки и уже получили свои рамки, те, кто подписан на мой телеграм-канал. Если хотите, можете тоже подписаться. Самые свежие новости я стараюсь выкладывать туда. Где-то в описании под видео и в закрепленном комментарии будет ссылочка на мой топ-линк. Там все мои контакты. Мне можно написать в WhatsApp. И мне, кстати, всегда лучше писать, а не звонить. Имейте это, пожалуйста, в виду. Я это все время всем говорю, но, к сожалению, все равно люди начинают звонить, причем часто не в самое удобное время. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, по крайней мере, если они не совсем глупые. И единственное, что я прошу, это уважать чужое время и писать сообщениями по двум причинам. Первое, можно ответить тогда, когда удобно. И второе, то, что есть в переписке, никогда не забудется. То, что сказано на словах, можно легко забыть, дать какое-то обещание и не вспомнить. А то, что написано в переписке, всегда можно открыть и прочитать лишний раз. И это создает очень большую точность в любых отношениях. Там клиент-сервис и вообще в любых других. Это очень хорошая тема. Всем рекомендую. Итак, продолжим.
Мы имеем два достаточно интересных скутера, которые достаточно неплохо едут и оба весьма комфортные. Оба из них могут подарить достаточно много эмоций своему владельцу, особенно если они в хорошем состоянии. Но какой же из них все-таки купить? Сразу скажу, что являясь фанатом марки BMW, а я им начал являться еще до того, как начал ремонтировать Бургманы, и до того, как они у меня вообще начали появляться, то есть практически с младенчества, я все равно купил бы Бургман. По моему мнению, единственным весомым преимуществом в скутере BMW C650 GT является передняя вилка. На C650 GT стоит передняя вилка типа перевертыш, и внутри перьев находятся картриджи. Эта вилка очень хорошо работает. Прям огромный лайк компании BMW за то, что выбрали поставить на свой скутер такую вилку. У Бургмана вилка — это один из самых главных минусов, потому что она там совершенно примитивная. Никаких картриджей там нет, естественно, никаких перевертышей. Для 2002 года эта вилка была, может быть, и плюс-минус окей. Ну, по крайней мере, для скутера, учитывая то, какие макси-скутеры были тогда. Но даже по тем временам на мотоциклах были уже интересные вилки. К большому сожалению, компания Suzuki так и не обновила эту вилку и продолжала делать ее практически без каких-либо изменений весь период выпуска. Начиная с 2013 года с новым кузовом ничего не изменилось. Это осталась такая же простенькая архаичная конструкция. У этой вилки есть проблемы, ее по-хорошему надо тюнить, заливать в нее немного более густое масло. Ну, в общем, есть определенные люди, которые прям сновья на нее жаловались и постоянно с ней что-то делали, дорабатывали и так далее. Значит, это, в общем, такая тема с подвеской. В остальном Бургман, если подвеска у него живая, ничем абсолютно не хуже C-шки. На C-шке также есть подшипники заднего маятника, которые там тоже имеют свойство изнашиваться, их тоже надо регулировать. Вот, соответственно, Бургман по подвеске проигрывает только в том, что он более старый. Ну да, и сайлентблоков двигателя на C-шке нет, вот этот момент, может быть, будет немножко понадежнее, но это будет заметно только на дистанции, когда эти скутеры будут еще постарше. Значит, главный минус Бургмана — это его возраст, потому что он появился примерно на 10 лет раньше C-шки, и, естественно, в среднем по рынку они гораздо старше и гораздо в более плохом состоянии. Однако живой техники все равно еще очень много. В целом, по качеству сборки Бургман сделан лучше, чем C650 GT. Я сейчас беру техничку, не беру пластик. У Бургмана нет таких болячек, как, например, корпус воздушного фильтра на C-шке. То есть там не надо ничего проклеивать. Просто ставишь оригинальный фильтр там раз в 12 тысяч километров и просто катаешься, знаешь, уверенный, что у тебя все будет хорошо. В этом плане там все нормально. Есть еще всякие разные технические решения, довольно странные у BMW. Например, когда я увидел, как закреплен вентилятор к радиатору на C-шке, я немного удивился, потому что он закреплен просто тупо напрямую болтами через соты. То есть соты вот так прям разогнутые, туда пропихнуты болты и гаечкой насквозь сот радиатора закреплены. Конечно, понятно, что это уже совсем не BMW, не то BMW, которое было настоящим. Это делали, насколько я понимаю, корейцы, компания Kymco. Ну, если нет, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, потому что, по сути, C-шка это не BMW. BMW это шильдик, какие-то электронные примочки, ну и может еще какие-то фишки. А в остальном весь этот проект — это проект скутера Kymco, который, собственно, был выкуплен компанией BMW и дальше производился под маркой BMW. То есть я всегда считал C-шку плохим примером BMW, потому что хороший пример BMW — это оппозитные моторы, допустим, которые у BMW там с середины, там, не знаю, 20 века были. Причем они всегда у них были достаточно удачные. Это там К-серия какая-нибудь. Но серии F и C это уже история не совсем про BMW. Ну, C, то есть совсем не про BMW, на мой взгляд.
Поэтому в понимании таких людей, как я, которые являются фанатами марки, этот скутер все-таки BMW не является. По пластику старый Бургман до 2012 года выпуска включительно собран качественнее прямо на 3 головы, нежели C-шка. Однако с появлением нового кузова в 2013 году качество сравнялось и стало примерно одинаковым. Так что на эту тему можно не переживать особо сильно. Далее идет вариатор. Всех всегда беспокоит вариатор. Почему-то на Бургмане он всех беспокоит гораздо больше, чем на C-шке, потому что на всех форумах написано, как на Бургмане его сложно и дорого обслуживать, но про C-шку там как-то что-то меньше информации. И действительно, обслуживать вариатор своими руками на C-шке проще, потому что он больше напоминает обычный вариатор от обычного скутера, очень похож на вариатор T-Max, там даже ремни аналоги подходят от T-Max, но тем не менее, если вы посмотрите на стоимость комплектующих, например, хорошего качественного ремня, передних щек, вот, кстати, на этом скутере пробег 33 тысячи, мы только что 2 новых щеки заменили, 2 щеки передних и втулку. Втулка оказалась с повреждениями, стоило это довольно кругленькую сумму. Значит, я уже молчу про задние щеки, про сцепление, которое стоит совершенно сумасшедших денег. То есть вот узел задние щеки плюс сцепление может легко бэушный стоить более 60 тысяч рублей. Вот. И если мы на дистанции сравним стоимость обслуживания этих двух скутеров, особенно если мы чиним их в сервисе, в C-шку мы, соответственно, чаще лазим, раз в 20 тысяч меняем на ней ремень, там смотрим грузики, не грузики и так далее, в идеале раз в 10 делаем чистку, то C-шка на дистанции чуть ли не дороже Бургмана выйдет в обслуживании. Большинство владельцев C-шки все-таки сами туда не лазят, этот опыт подтвержден попытками продажи обучающих курсов. Мне большинство людей, именно ездящих на BMW, сказали, что они с радостью готовы заплатить профессионалу за обслуживание, но времени на то, чтобы разбираться в этом самостоятельно, у них нет. Среди бургмановодов, наверное, потому что там бюджет входа гораздо ниже, таких людей несколько больше. Разумеется, сравнение стоимости обслуживания тех или иных технических компонентов стоит проводить только если мы имеем условные два примерно одинаковые скутера примерно в одинаковом состоянии. В идеале вот прям в вакууме это два мопеда, которые примерно вместе выехали из салона и в похожих условиях эксплуатировались. Тогда эти сравнения будут объективными. Когда мы имеем дело со старым мопедом, что одним, что другим, мы никогда не знаем, с чем нам придется столкнуться и какой кот в мешке нас может поджидать. ТО у C-шки тоже дешевле, чем у Бургмана, как правило, не бывает. Потому что, с одной стороны, они поставили, допустим, вот эту вот прекрасную мотоциклетную цепь, плавающую в масле на заднее колесо. И это куда более технологичное решение, чем применено на Бургмане, но оно имеет и минусы. За ее натяжкой надо постоянно следить. Кому интересно, можете залезть в каталоги, а то сейчас напишите, что я опять вам вру и прокладка не может столько стоить. Вот прокладка крышки вот этой вот этого механизма, она стоила более 5000 рублей в прошлом году, а сейчас я даже не заказывал. То есть мы стараемся сохранять старые, но тоже не всегда это получается. В общем, такое себе мероприятие. Так вот, лазить туда надо постоянно. По регламенту раз в 20 тысяч надо подтягивать эту цепь. На практике первое вмешательство там может быть и на пятнашке, и в общем когда как. Там первый башмак ты поменял, второй, третий, там вообще существует еще четвертый, потом ты меняешь эту цепь вместе с этими звездами. Это дорого, это требует определенной спецухи. У меня есть целый оригинальный чемодан для замены этой цепи. В общем, заморочка еще та. У Бургмана этот узел вечный. Там шестерни. Да, безусловно, там 5 шестерен, стоящих в ряд, они имеют значительные потери на трение, куда более значительные, чем у C-шки. Возможно, они создают там какие-то еле слышимые звуки, но это вечный узел. Если там есть масло, убить этот редуктор практически невозможно. Я за 13 лет работы видел убитый редуктор всего 2 раза. Первый раз туда забыли налить масло, а второй раз он ездил на воде, на эмульсии, там вообще никто никогда ничего не делал. Скутер купили после Японии и 8 лет не лазили туда вообще.
Единственная поломка, которая с ним приключается, если вот совсем не забивать на обслуживание, и то он долго это терпит, это замена сальников, потому что когда сальники просто сгнивают от времени, у них обычно основание ржавеет и от него отслаивается резина. Вот, в основном это касается сальника, который со стороны колеса большого, но не только. Получается, что сапуна в редукторе нет, и потихоньку нагреваясь и остужаясь, масло засасывает в себя влагу из воздуха, и получается, что в редукторе эмульсия. То есть, если при замене масла видно, что оно белого цвета или там коричневого, то значит надо просто разобрать, поменять сальники, прокладку и просто забыть еще на 15-20 лет. То есть, такой надежности BMW не снилось. Конструкция промежуточного редуктора у них аналогична примерно, то есть там нету никакой значительной разницы, но вы попробуйте на дорестайлинговой цешке поменять масло в этом промежуточном редукторе. Там надо демонтировать выхлоп целиком. А это еще то немецкое порно. На рестайле сделали катализатор маленький, и там стало полегче. А вот на дорестайле все мучаются. Ну, как все. Многие из-за этого просто не меняют масло. И, естественно, пока я последствий не видел, но рано или поздно они появятся. Дальше у нас идет двигатель. И тут Бургман тоже выиграл. У Бургмана прекрасный, надежнейший мотор, который толком не менялся с 2002 года, но это и не нужно, и более того, я даже считаю это плюсом, что туда особо сильно не лезут со своей технологичностью настоящие современные эффективные менеджеры, потому что обычно это приводит к уменьшению надежности, а с Бургманом этого так и не произошло пока. То есть 650-ка очень долго способна ездить. У нее единственная проблема по мотору бывает — это гремящий натяжитель. И то она с гремящей цепью может не 1 десяток тысяч проехать. Будет греметь, пердеть, но ехать. И все с ней будет прекрасно. Ты просто разберешь это дело. Если человек очень сильно запустил этот вопрос, поменяешь еще и цепь, помимо самого натяжителя. И то проблема натяжителя была там в основном только до 2005 года. То есть это настолько нечастая процедура даже сейчас. Пару натяжителей в год я меняю, что подавляющее большинство владельцев с ней не столкнутся никогда, даже если у них там пробег далеко-далеко за 100. У Цешки с мотором история какая? Мотор Кимка, когда они начали производить все это дело, он поначалу был сырой. Значит, на дорестайле у них был, и на первом году рестайл, у них был механический натяжитель. Если вам повезло, то вы услышали грохот цепи, поехали менять натяжитель, узнали, сколько стоит гидравлика, упали в обморок, поставили туда ручной, и каждое ТО его ездите регулируете, или там через одно ТО. Значит, если же вы об этом не знаете, может произойти как? В один прекрасный момент, даже если у вас там 20 тысяч пробега. И более того, я с гремящей цепью в прошлом году менял натяжитель на 6 тысячах пробега. То есть это вообще безумно ненадежная вещь, и невозможно прогнозировать ее ресурс. Кто-то и до 60 доезжает. То есть вы просто глушите двигатель, у вас перескакивает в момент глушения двигателя цепь, потому что для цепи ГРМ самые критические моменты — это то, когда вы глушите двигатель и когда вы сбрасываете обороты. Поэтому может такое получиться, и я не один такой скутер чинил, что при глушении двигателя у вас скакнула цепь, при попытке запустить у вас загнуло впускные клапана в лучшем случае. И если вам повезло, то вы попали 1060 рублей, не считая самого натяжителя. А если вам не повезло и произошло это на ходу, то, как правило, тарелку клапана отрывает, и вы попадаете на другой двигатель. Там ценник может дойти до 200, за бэушный мотор с установкой, расходниками и всем остальным вообще прям легко. Так что эта тема не очень. Также бывали случаи, что у них стучало колено. Поначалу, когда эти скутеры только попали на рынок, даже дилеры не очень-то любили нормально их обслуживать. Вот эта сетка, трубка, маслозаборная, все вот эти нюансы. И в конечном итоге на рынке до сих пор есть скутеры, у которых нет-нет, да и да, колено кончается. О том, чтобы у Бургмана
застучал коленвал, я слышал только один раз в жизни, когда человек на ходу потерял маслосливную пробку, забыв ее затянуть. И вот тогда, когда у него на ходу вылилось резко все масло, у него задрало вкладыши. В остальном это просто надежнейший агрегат, который ходит 200 и даже 300 тысяч, его разбираешь, и с ним все хорошо. И ты просто вот радуешься, насколько же это кондовый крутой агрегат. По посадке лично мне Бург нравится больше, чем Цешка. Но это вкусовщина, и обсуждать тут совершенно нечего. Как я уже говорил, все люди разные, и у всех разные предпочтения. Более того, у всех разная анатомия. Поэтому тут каждый подбирает скутер под себя. 650-ка в плане посадки, чтобы быть объективным, тоже не идеально. Лично я считаю, что ехать на ней в дальняк — это извращение. Потому что на ней хоть и большое сиденье, но лично для меня оно жестковатое. И даже вот перегоняя несколько лет назад скутер из Питера на разбор, я как-то тут рассказывал в одном из своих видео, когда мотор перебирал, сальники менял, я понял, что вот 200, максимум 300 километров больше мне ехать на нем некомфортно. На той же гантели я проезжаю спокойно там 1200-1300 в день, и у меня таких ощущений в моей пятой точке нету. Совсем все по-другому. Даже на CB 750, когда я катался в свое время, мне казалось, что на дальняк ездить удобнее, чем на Бургмане. Есть куча людей, которым на Бургмане окей, они на нем легко проезжают 1000 в день по несколько дней подряд, и им комфортно. Поэтому тут все очень индивидуально. Ну вот, мне штатная сидушка Бургмана не нравится. Поэтому здесь все вот прям основано на вкусовщине и только основывается на том, что нравится и что ближе конкретно вам. Для перемещения по городу мне Бург вообще удобнее прям вот по всем параметрам. Еще хочу сразу упомянуть, что я вообще не рассматриваю в этом сравнении так называемый скутер C600 Sport и C650 Sport, потому что лично по моему мнению он абсолютно по всем параметрам хуже C650 GT. Как правило, он и стоит дешевле, и часто очень многие именно по этой причине его и покупают, потому что его живой найти проще. Вся техническая база у них одна и та же, у них просто меньше пластик, нету стекла с электрорегулировкой, там меньше сиденья, он вообще весь меньше. В общем, он вообще весь меньше, менее удобный. Кому-то, безусловно, нравится. Все его адепты говорят, что он более юркий, более там пролезабельный по городу и так далее. Но лично для меня этот аргумент выглядит так себе. Значит, что касается пролезаемости. По рулю ширина и Бургмана, и Цешки абсолютно одинаковая, что-то около 81 сантиметра. Значит, на Бургмане кнопочку тыркнули, зеркала сложили и погнали прошивать пробку. На Цешке надо тянуться до зеркал, иначе мы теряем около 10 сантиметров ширины. Плюс ко всему, эти зеркала не очень удобно расположены. Они, конечно, проходят над зеркалами легковушек, но это такое, когда зеркала у тебя статичные, это своеобразное ощущение. Ну, кто к чему привык, опять же, для меня своеобразное. К зеркалам на AirTag BMW я вообще так и не смог привыкнуть, и в моем понимании, конечно же, гораздо лучше цешные. Кстати, цешек очень много с проблемным креплением зеркал, у них там проворачиваются закладные и не только страдают при падениях, а еще и страдают сами по себе, не дай бог туда залезешь что-нибудь разбирать, можно поиметь проблем. Зеркала стоят примерно как крыло от Боинга, ничем не меньше, чем электрические зеркала на Бургман, а то и даже больше. Вот это тоже очень, на мой взгляд, значимый фактор, который многие тоже сильно недооценивают до того момента, пока с этим не столкнутся. Далее, что касается тормозов. Большую часть тормозной системы BMW взяли у Бургмана. Это для многих является шоком, они не верят, но на самом деле это так и есть. Значит, у нас на Цешке абсолютно такие же тормозные машинки, как на Бургмане, только на них еще надпись BMW отлили. Значит, тормозные рычаги тоже такие же, и передние суппорта тоже точно такие же. Ну, такие же, как на Бургмане от 2013 года. Они незначительно отличаются от старых бургмановских тормозов. На самом деле, это тормоза фирмы Nissin, которые, в принципе, очень много куда устанавливались, как и тормозные машинки тоже.
Шланги армированные BMW поставили свои. Ну, как бы армированные шланги для BMW это не редкость. В этом есть как плюсы, так и минусы, сейчас расскажу. И, значит, блок ABS на цешке стоит абсолютно точно такой же, как на Бургмане 650, начиная с 2013 года. Только единственное, что там, вероятно, прошивка другая, потому что по электрике это все тоже надо было как-то дружить. Кстати, блок управления двигателем у них стоит вообще Магнетти Морелли итальянский. Вот, поэтому там такая интересная сборная солянка. Почему я считаю тормозные шланги в данном случае не только плюсом, но и минусом? Безусловно, это плюс, вот, но сначала у них что-то пошло не так с передними, и по ним была отзывная кампания, их бесплатно меняли. А еще есть одна проблемка, про которую тоже многие не знают, выбирая этот скутер. У него очень резкие задние тормоза. То есть ко мне реально приезжал не один человек, который жаловался на то, что у него неисправен блок ABS. Ну, поскольку у нас есть еще и разборка, и мы продаем запчасти, ко мне приезжали люди с просьбой заменить им блок ABS, все это дело прошить, прокачать, потому что у них неадекватно работает ABS на заднее колесо. То есть человек рассказывает следующее: я только касаюсь тормоза заднего, у меня колесо срывается в юз. Я ему говорю: а ты касаешься тормоза зачем? Ну, то есть, на скутерах почему-то у многих людей манера езды такая, что они вообще зачем-то пользуются задним тормозом. Задний тормоз — это что-то очень сильно второстепенное. И когда у тебя резиновые шланги, у тебя тормоз в принципе работает мягче, шланг немножко как демпфер отрабатывает, а армированный шланг, он не может сжаться, и только ты касаешься, естественно, у тебя разгруженная жопа, и естественно, у тебя сразу колесо срывается в юз. Тормоза достаточно резкие, и это не очень хорошо. То есть человек не может им адекватно пользоваться. И когда им объясняешь, что это не неисправность, это просто физика так работает, люди просто так удивляются, что прямо обалдеть. Потому что, допустим, на Бургмане такого эффекта вы не найдете. Да, задний суппорт на цешке свой. Другой, такой же, как передний правый, только с другой скобой. Вот такая вот тема. Кстати, колодки перед-зад на ней одинаковые. По оригинальным номерам разные, но по сути они отличаются по заводу только составом. Конечно же, вы сейчас скажете мне, обязательно напишите в комментариях, что рассказ предвзятый, типа Бургманы мне больше нравятся или что-то еще. И поэтому я просто обязан упомянуть один жирный плюс C650 GT, которого нету в Бургмане. И это электрические примочки. Самый полезный из них, я считаю, систему контроля давления в шинах. Но есть одно но. К большому сожалению, эта опция не светит почти всем покупателям скутеров BMW с японских аукционов и вообще как-либо привезенным из Японии. Почему? А все очень просто. Дело в том, что оригинальная система RDC от BMW, она так еще называется, работает на частотах, которые в Японии почему-то считаются военными. И поэтому эта опция в Японии запрещена. Поэтому абсолютно все мотоциклы BMW, которые поставлялись на японский рынок, идут без этой опции. И если вы покупаете мотоцикл оттуда и хотите эту опцию, то ей дооснастить стоит определенных денег. Плюс еще блоки управления тоже стоят денег и ищут их, как правило, на разборках, а количество их ограничено. Поэтому большая часть людей обречено либо ставить какой-то Китай. Я, кстати, никому не рекомендую ставить китайские датчики, которые прикручиваются вместо колпачка на ниппель, потому что чаще всего они являются причиной спускания колес. Либо, соответственно, просто регулярно проверять давление, как всю жизнь привыкли делать владельцы Бургманов. Безусловно, очень полезной опцией на BMW является также система стабилизации, а остальное и на Бургмане есть. И самое главное, что этот список я могу продолжать довольно долго, просто нету смысла в этом. Я думаю, что общий вектор рассуждений моих понятен. Получается, что плюсы и минусы этих моделей примерно равнозначны. Просто для каждого человека плюсы и минусы будут своими. Значит, главным минусом Бургмана в этом противостоянии будет его старость в среднем на вторичном рынке. А мы обсуждаем только вторичный рынок, потому что, насколько я знаю, его сняли с производства. Значит, его плюсом будет чуть более низкая цена. Это факт. И если постараться и найти его в очень хорошем состоянии, чтобы он не требовал каких-то больших вложений,
цешку, кстати, тоже надо постараться найти в таком состоянии, то конкуренция будет очень-очень достойная. Поэтому я и говорю, что брать надо то, что нравится. В первую очередь потому, что большая часть из нас покупает мотоцикл для того, чтобы получать от него определенные эмоции. Поэтому в первую очередь должно нравиться вам, а с техникой уже можно разобраться потом. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Жду сезона вместе с вами. Всем пока! Ах да, сейчас начнут кудахтать сильвероводы со своей вилкой от велосипеда. Так что, хейтеры, люблю вас.